Как называют часы с особо точным ходом? Скелетоны, хронометр, клипсидра, куранты. Хронометр представляет собой механические часы с повышенной точностью хода. В таких ходиках погрешность не будет больше 3-4 секунд в сутки. Над первыми хронометрами начал работать Джон Харрисон. Английский часовщик Джон Арнольд продолжил его исследование, усовершенствовал их и ввел в обиход данное понятие. Он сконструировал свое творение для моряков, чтобы те могли легко определять долготу. Именно Арнольд подарил человечеству механическую модель часов практически в том виде, в котором мы имеем их сегодня. Какой цвет отсутствует на флаге Камеруна? Желтый, синий, красный, зеленый. Государственный флаг Республики Камерун принят 20 мая 1975 года. Флаг представляет собой комбинацию панафриканских цветов – зеленого, желтого, красного, расположенных вертикально. Цвета имеют следующее значение. Зеленый цвет символизирует леса в южной части Камеруна. Красный цвет олицетворяет единство севера и юга страны, ее государственный суверенитет. Желтый цвет символизирует солнце, а также саванны в северной части страны. Золотая звезда олицетворяет единство государства. Кто изобрел шрифт для письма и чтения незрячими и слабовидящими людьми? Луи Пастер, Сэмюэл Морзе, Луи Брайль, Карл Бенц. Шрифт Брайля – рельефно-точечный, тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям. Разработан в 1824 году французом Луи Брайлем, сыном сапожника. Луи в возрасте 3 лет поранился в мастерской отца шорным ножом. Из-за начавшегося воспаления глаза мальчик потерял зрение. В возрасте 15 лет Луи создал свой рельефно-точечный шрифт как альтернативу рельефно-линейному шрифту Валентина Гаюи. Что обозначает слово «элерон»? Часть крыла самолета. Спортивный снаряд. Отряд кавалерии. Одна из элементарных частиц. Элероны – части крыльев самолета, служащие для поворотов его вокруг продольной оси, аэродинамические органы управления, симметрично расположенные на задней кромке консолей крыла у самолетов нормальной схемы и самолетов схемы утка. Принцип действия элеронов состоит в том, что у части крыла, расположенной перед элероном, поднятым вверх, подъемная сила уменьшается, а у части крыла перед опущенным элероном подъемная сила увеличивается. Создается момент силы, изменяющий скорость вращения самолета вокруг оси, близкой к продольной оси самолета. Кому посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновение»? Наталье Гончаровой, Елизавете Воронцовой, Амалии Ризнич, Анне Керн. Стихотворение «Я помню чудное мгновение» Александр Пушкин посвятил Анне Керн. Они познакомились в 1819 году. На тот момент Керн была замужней женщиной, но поэт влюбился в ее красоту и нежность. Пушкин создал стихотворение лишь в 1825 году. Тогда он снова встретился с музой в имении Тригорское, которое находилось неподалеку с Михайловским. Там поэт отбывал ссылку. Анна Керн ответила ему взаимностью. Однако у нее было много поклонников, из-за чего Пушкин постоянно ее ревновал. Что измеряет О-метр? Напряжение.
давление, сопротивление, силу тока. Омметр – прибор для измерения сопротивления. Принцип действия устройства основан на законе Ома, который используют при работе с электрическими схемами. Для обычных измерений используют тестеры или мультиметры, которые объединяют функции амперметра, вольтметра и омметра. С помощью некоторых устройств можно проверять работоспособность диодов или измерять температуру. Где в Солнечной системе находятся самые большие запасы воды? Солнце, Юпитер, Земля, Сатурн. Самым объемным хранилищем водных ресурсов нашей системы является Солнце. Вода там находится в виде пара. Его наибольшая концентрация отмечена в местах, которые мы называем пятнами на Солнце. Ученые даже высчитали, в этих районах температура на 1500 градусов ниже, чем на остальных участках нашей горячей звезды. Что рисуют художники-анималисты? Мультфильмы, животных, иконы, людей в масках. Художники-анималисты – это художники-живописцы, которые специализируются на изображении животных. Они создают портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые сцены, в которых главными героями являются животные. Живопись анималистического жанра может быть выполнена в разных техниках: масло, акварель, гуашь, пастель, карандаш. Что составляет основу питания обыкновенного ежика? Насекомые, слизни, черви. Рыбы, жабы, лягушки. Яблоки, груши, грибы. Зерна, ягоды, корни. Европейские ежи – всеядные животные и являются оппортунистическими едоками. Основу их питания составляют насекомые, по большей части жуки, уховертки, гусеницы и дождевые черви. При этом жуки и уховертки составляют от 80 до 90% пищи по объему, но образуют гораздо меньший вклад в общий энергетический баланс ежей. Когда основного рациона не хватает, он расширяется за счет слизняков и улиток. Могут употреблять в пищу также мокриц, многоножек и яйца гнездящихся на земле птиц. Сколько длится самый короткий в мире перелет? 67 секунд. 98 секунд. 3 минуты 49 секунд. 7 минут 11 секунд. Самый короткий рейс в мире занимает обычно около 1,5 минут. Протяженность маршрута 2730 метра, что меньше длины иной взлетно-посадочной полосы. Такие рейсы уже на протяжении полувека выполняет шотландская авиакомпания Logan Air на 8-местном самолете Бриттон-Норман-Айленда между островами Уэстрей и Папуа-Уэстрей у северного побережья Шотландии. Этими перелетами пользуются в основном сами островитяне для своих повседневных нужд.